Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие вот следочки, спицами полностью связанные. Чем-то мне напомнил этот рисунок новогоднюю елочную гирлянду. Значит, на размер они у меня 38-40. На меньшие размеры в процессе вязания я все говорила, где сколько петель набрать, убавить, прибавить. А также в процессе вязания я все детали измеряла в сантиметрах. Значит, у меня в сантиметрах сейчас сразу скажу. Вот от пятки до мыска 22 сантиметра. Пускаем на растяжку. Ну, это длину будем уменьшать или увеличивать на нужный нам размер. Значит, в процессе, не в процессе, что мне нужно для этого? Пряжа у меня, значит, акрил в 100 граммах 240 метров, турецкий акрил, Дора. Спицы номер 2,5 и круговые спицы у меня номер 3. Вот такие вот спицы буду использовать. Ну все, остальное все по ходу вязания. Всем приятных просмотров. Идем вязать. На спице номер 2,5 я набрала 13 петель и первый ряд провяжу все лицевыми. Если размер 36 маленький, наберите 11 петель. Второй ряд лицевая сторона. По лицевой стороне в начале ряда и в конце ряда я буду делать по одной прибавке, расширять мысок. Расширю до 27 петель. Опять же, если размер 36, можно расширить до 25. Ориентируйтесь на ширину своей ноги. Первую сняла, вторую провязала, одну добавила, вяжу до конца ряда и также добавлю в конце ряда. Осталось у меня 2 петли на спице. Добавляю одну провязываю лицевой и кромочную провязываю изнаночной. Перехожу на изнаночную сторону, все вяжу лицевыми, без изменений. Прибавки буду делать на лицевой стороне, как я уже говорила. Значит, сейчас расширим мысок. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 у меня зубчиков зеленым. И последний ряд я провязала белым. Это у меня будет 27 петель. И далее я перейду к узору. Значит, сейчас расширяем мысок. Расширила я мысок. На спице у меня 27 петель. Теперь первый ряд узора перехожу. Первую снимаю. Белый цвет. Весь следок я вяжу лицевыми петлями. Вторую петлю провязываю лицевой. Это тут начало здесь такое. Одна зеленым цветом провязала. Далее 3 петли белым. Одна зеленым. Одна белым. Одна зеленым. Опять 3 петли белым. Одна зеленым, одна белым, одна зеленым. Повтор. Так будем вязать до конца ряда. Одна зеленым, одна белым, одна зеленым. И между ними 3 петли белым. Три белым провязываем. 1, 2, 3 провязали. Опять одна зеленым, одна белым, одна зеленым. Опять 3 петли белым. Пришли в конец ряда. Одна зеленым, одна белым и кромочная. Точно так же, как начинался ряд. Поэтому я вот так рассчитала, чтобы одинаковое было начало и конец. Так, одна белым и кромочную провязываю той нитью, которая была у меня предпоследняя петля. Так, первый ряд провязали. Теперь изнаночная сторона вяжется без изменений. Все вяжем по узору.
каждый цвет над своим цветом. Белый над белым, зеленый над зеленым. Ниточки перебрасываем здесь. Так и продолжаю вязать все лицевыми петлями. Все провязываем. Вяжем так до конца ряда. Перешли на лицевую сторону. Следующий ряд. В этом ряду нам понадобится красный цвет. Сейчас я буду провязывать все точно так же лицевыми петлями. Красным цветом буду провязывать по одной петле. Между вот этими двумя зелеными я буду провязывать одну красным. Одна красным. Далее у меня будет идти 5 белым, 1 красным. 5 белым, 1 красным. Значит, так, вяжем первую кромочную, снимаю. 1 красным сразу. Далее 5 петель провязываю белым. Так, здесь нить переброшу. Одна красным. Провязали. Опять 5 белым. Одна красным. Опять 5 белым, 1 красным. Так до конца ряда провязываем. Пришли в конец ряда. В конце ряда у нас 5 красным. Ой, 5 белым, извините. 5 белым, 1 красным и кромочная. Ну, кромочную провяжу тоже красным. Вот так вот получается. Переходим на изнанку. Все вяжем по узору. Красным провязали. Далее провязываем белым. Потом опять красным. Так, идем до конца ряда. Довязали изнанку до конца. Переходим на лицевую сторону. Следующий ряд провязываем все белым. И по изнанке возвращаемся все белым. 2 ряда лицевыми провязываю белым цветом. Так, здесь нити перебрасываю, чтобы потом не было большой протяжки. Главное об этом не забывать. Поднимаем их. Так, все провязываем до конца белым цветом и возвращаемся по изнанке. Пришли на лицевую сторону. Новый ряд у нас узора. Все будем повторять то же самое, только теперь я буду менять цвет. Вместо красного у меня будет вот такой темно-желтый. И вязать я буду узор в шахматном порядке. Так, сейчас у нас будет белый и зеленый цвет. Первые 3 петли вместе с кромочной белым цветом. 1, 2, 3. Далее 1 зеленым, 1 белым, 1 зеленым. 1 зеленым. Опять 3 петли белым цветом. Опять повторяем. 1 зеленым, 1 белым, 1 зеленым. И так вяжем до конца ряда. Одна зеленым. И опять повтор. 3 белым. Провязали. 1 зеленым, 1 белым, 1 зеленым. Довязываем ряд до конца.
Так, и в конце ряда вместе с кромочными остаются 3 белых петли. Довязываем. Изнаночную сторону вяжем по узору без изменений. Точно так же, как мы вязали первый ряд, провязываем. Перешли на изнанку, вяжем по узору. Пришли на лицевую сторону. Теперь желтым цветом провязываем петельки между двумя зелеными петлями. Одну провязываю желтым. Точно так же, как я провязывала красным, только теперь я буду провязывать желтым. Первую снимаю, вторая белым, третья белым, четвертая белым провязала, одна желтым. Далее опять 5 петель, теперь провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, одна желтым. Опять 5 петель белым, одна желтым, 5 белым, одна желтым. Так вяжем до конца ряда. Так, пришли в конец ряда. Последние 4 петли осталось у меня. Я провязываю белым цветом. И по изнанке мы возвращаемся по узору. Здесь, по-моему, все проще простого. Но, опять же, расскажу. Опять первую снимаю. Провязываем все лицевыми. Каждый цвет над своим цветом. Нить здесь перекручиваю. Одну желтым провязала. Далее провязываю 5 петель белым. И опять одна желтым, 5 белым. Все точно так же провязываем изнанку. И следующие 2 ряда у нас будут белым цветом. Перешла на лицевую сторону. Здесь по краям не забываем поднимать вот эти вот нити. Далее у нас идет повтор. Сейчас провязываю 2 ряда белым цветом. Вот как у нас в начале было. Между каждым узором один и второй изнаночный. 2 ряда белым цветом. И повтор с самого начала. С красного цвета повтор. Вот с самого первого ряда. Значит, я первый и второй узор провязала. Далее все повторяется. Значит, так провяжем мы нужную высоту мыска. У меня высоту будет 26 рядов полных, вот этих вот 26 дорожек. Провяжу, замерю в сантиметрах ширину и высоту. Значит, вяжем высоту мыска сейчас. Заканчиваю вязать мысок. У меня сейчас последний ряд белым цветом. В последнем ряду в начале и в конце ряда я сделаю по одной прибавке. 2 петли провязала, одну добавила, и точно так же в конце ряда, не довязывая 2 петель, я прибавлю еще одну. Так, закончила я вязать. Для чего я сделала прибавки? Чтобы в середине оставить 5 петель на разъем. Если прибавки не делать, тогда оставить 3 петельки. Но я разъем хотела сделать немножечко пошире, чтобы он не был сильно узким, поэтому я с боковых сторон прибавила по одной петле. Так, сейчас я буду вязать боковые стороны слитка. В ширину он у меня сколько здесь? 9 сантиметров. И высота 11. 11 высоту, ширину 9. Так, теперь продолжаю далее вязать все узором. Боковые части у меня будут по 12 петель. Средние 5 и здесь по 12. 29 по одной набрала. Значит, первую снимаю, продолжаю вязать узором. Что у меня далее по узору идет? С красными петлями провязываю узор сейчас. Значит, здесь немножечко сейчас узор сдвинется. Первую сняла. Одну провязала зеленым цветом. Одну белым, одну зеленым. Далее 3 петли белым.
Опять одна зеленым, одна белым, одна зеленым. Одна зеленым провязали, одна белым, одна зеленым и 2 петли белым. 1, и это будет у нас вторая кромочная. Провязали 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 петель. Значит, средние 5 петель. Я сразу пересниму их. Закрывать не буду. 4, 5. Пересниму их вот да, на нитку. Можно взять на булавку на какую-нибудь. Вот так вот пересняли. Так, на второй спице 2, 4, 6, 8, 10. Тоже осталось 12 петель. Все, развернулись на изнаночную сторону. Вяжем боковую сторону сейчас. Все, продолжаем далее вязать по узору. Изнанка у нас что провязывается по узору, так же как мы вязали мысок. Провязываем изнаночную сторону. Так, опять пришли на лицевую сторону. Продолжаем вязать. Первую снимаю, вторую провязываю белым. Теперь что у нас здесь? Красный цвет. Одна красным. Далее 5 петель белым. Опять одна красным. И оставшиеся петли до конца ряда, 3 петли осталось у меня, провязываем белым цветом. Кромочную провязываю изнаночной. По изнаночной стороне разворачиваемся, вяжем всю по узору лицевыми петлями. Перешли на лицевую сторону, следующие 2 ряда лицевой и изнаночной провязываем все белым цветом. Далее будем вязать желтым узор. Так, вяжем 2 ряда белым. Белым провязали 2 ряда. Опять лицевая сторона. Первую снимаю. 1, 2, 3, 4. Вместе с кромочной 4 белым. 1 зеленым, 1 белым, 1 зеленым. Оставшиеся петли до конца ряда провязываем все белым цветом. По изнанке 5 петель у меня осталось. По изнанке возвращаемся по узору. Довязываем. Так, перешли опять на лицевую сторону. Продолжаем вязать. Теперь у нас здесь будем провязывать желтым цветом. Все, далее у нас будет идти повтор. Вот с самого первого ряда. Красным, желтым, красным, желтым. Будем эти огоньки чередовать. 1, 2, 3, 4, 5 петель белым цветом провязали. Так, здесь перебросила. 1 желтым. И оставшиеся петли до конца ряда провязываю основным белым цветом. Все. По изнаночной стороне опять мы вяжем по узору. Каждый цвет над своим цветом. 2 ряда провязываем белым цветом лицевой изнаночный. И опять у нас идет повтор вот с первого, с красного цвета. Так, чередуем ряды, довяжем до пятки. Смотрите, значит, сейчас по рядам, что у нас здесь. Так, вот она у меня изнанка. Кому было сильно интересно. Я провяжу вот этих вот дорожек, зубчиков 24 до пятки у меня будет. На размер 39-40 будет 24. Размер 38 на 2 дорожки провяжем меньше. Опять же, ориентируйтесь по плотности вязания, по толщине вашей нити. 22 ряда. Ну и, соответственно, 36 размер тоже на пару дорожек провязать меньше, где-то 20 рядов вот всего лишь. Опять же, примеряйте. Значит, сейчас я... что еще? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Последние вот 6 дорожек зубчиков я провязала зеленым цветом. Ну, чтобы здесь было аккуратненько, красивенько. Значит, довязываем сейчас длину до пятки. Провязали до пятки боковую сторону. Закрываю петли. Так, я по 2 петли провязываю вместе.
Закрыла. Закрыла. Так, теперь что дальше? Дальше по изнанке зачистим все хвостики. Можно в конце работы зачистить. Ну вот, чуть больше 10 сантиметров боковая сторона получилась. Так, протягиваю под петельками вверх, вниз, вправо, влево. При необходимости можно это подвязать. Аккуратненько. Еще раз спрячу. Подтянула вот этот вот узелок, он спрятался под ниточкой. Все, попрячем хвосты и переходим на вторую сторону. Вторую сторону будем вязать аналогично первой. Сразу подвязываю здесь белую нитку. Значит, что у нас здесь в первом ряду? Красный цвет. Я нитки нарезаю себе по 2-3 метра, чтобы было легче. В конце каждого ряда я просто вытягиваю длинную эту нитку. Клубки перекладывать у меня терпения не хватает. Так, теперь смотрите, что мы делаем. Вяжем все точно так же. Смотрим на эту сторону, вяжем эту. Что у нас здесь в начале было? В конце, то есть, а здесь будет в начале 2 петли у нас вместе с кромочной белым цветом. Далее 1 зеленым, 1 белым, 1 зеленым. И поехали. 3 белым и опять повтор. Значит, так, 2 петли белым провязываем. Начало начну, а дальше будете продолжать по узору. Так, 2 белым провязали. 1 кромочная. И еще одну. Далее что у нас зеленый? 1 зеленым, 1 белым, 1 зеленым, 1 зеленым, 1 белым, 1 зеленым. Опять 3 белым. 1, 2, 3. 1 зеленым, 1 белым и 1 зеленым. И кромочная. Кромочную провяжу тоже зеленым. Все. Перешли на изнаночную сторону. Вяжем по рисунку. Так, довязываю изнанку. Переходим на лицевую сторону. И все, далее продолжаем. Что у нас здесь? Точно так же красный цвет. Продолжаем вязать красным цветом. Далее один ряд у нас будет белым. Опять следующий ряд, что у нас здесь? 1, 2, 3, 4, 5 белых. В конце было, значит, здесь будет 5 белых петель в начале. Значит, так узором этим же самым довяжем точно так же вторую половинку, только уже нить обрезать я не буду. Так, 3 белых провязала. Красный цвет. Ах. 1 красным, опять 3 белым, 1 красным. Нет, 3 белым, 1 красным. Далее 1, 2, 3, 4, 5. 5 белым. И 1 красным. Так. Остальные все 2 петли довязываю белым цветом. Все, закончили. Возвращаемся по узору и далее продолжаем вязать по узору до конца. Закончила вязать вторую половину, закрыла петли, нить не обрезаем, белую я тоже не обрезала. Значит, дальше на спице номер 3 по всему слитку я наберу петли. Первая на спице под 2 дужками зеленым цветом, вытаскиваю петельку, набираю. Количество петель
Понятное дело, что с обоих сторон оно должно быть одинаковое. Значит, вот смотрите, боковая часть. Если вы провязали 20 рядов, то у вас на боковой части будет 20 петель. Соответственно, 24, 24. И здесь точно так же. Высота у меня была 26 рядов. У меня по боковой части здесь будет 26 петель. По мыску, по переду 13 я наберу. Просто у вас количество может быть длиннее или короче вы вязали, поэтому количество петель может быть другое, чем у меня. Так, сейчас набираем петли, и первый ряд по изнаночной стороне все провяжу лицевыми. Провязала по изнаночной стороне все лицевыми петлями, пришли в начало ряда. Следующий ряд, смотрите, что я буду вязать дальше, сразу скажу. 3 ряда я провяжу белым, 2 ряда белым, 2 ряда красным, 2 ряда полных, 2 ряда желтым. Потом еще 4 дорожки зеленым. Значит, белым, желтым и красным я буду вязать снятые петли. Эти 4 ряда провяжу обычной поточной вязкой лицевыми. Так, теперь перехожу сейчас на белый цвет. Следующий ряд провязываю все белым цветом полностью лицевыми. Весь ряд провязываем лицевыми. Так, довязываю ряд до конца. Перешли на изнаночную сторону. Первую снимаю нить за работой. Одну петлю провязываю лицевой, одну снимаю, не провязывая. Нить не затягивайте, свободно она сзади проходит. Одну провязала лицевой, одну сняла. Одну провязала лицевой, одну сняла, не провязывая. Так вяжем до конца ряда. Одну провязали, одну сняли, одну провязали, одну сняли. Пришли в начало ряда на лицевую сторону, подвязали красный цвет. Следующий ряд вяжем красным цветом. Опять все то же самое. Провязываем сейчас все лицевыми красным. И по изнаночной стороне вяжем со снятыми петлями только в шахматном порядке. Теперь будем вязать. Значит, провязываем опять все красным лицевыми. Довязала ряд до конца. Переходим на изнаночную сторону. Если мы в первом ряду первую петлю провязывали, то теперь я буду первую петлю снимать. Первая кромочная, вторую сняла. Следующую провязываем лицевой. И поехали. Одну снимаем, не провязывая. Одну провязали, одну сняли, одну провязали. Что у нас здесь получается? Вот где была провязанная, мы ее снимаем. Там, где была снятая петля, мы ее провязываем. В шахматном порядке вяжем. Так, здесь провязали, сняли, провязали, сняли. Так вяжем до конца ряда. И следующий ряд точно так же провяжем желтым цветом. Вот так вот получается. Значит, довязываем до конца. Желтым цветом провязываем, так как мы вязали первый ряд в шахматном порядке. Далее 1, 2, 3, 4, как я уже говорила, я провяжу лицевыми петлями основным зеленым цветом. Значит, всего это у меня будет 4 и 3 по дорожкам, если посчитать, 7, и самый первый получается 8. Если размер маленький, 36, провяжите на 1-2 дорожки меньше. Значит, сейчас довяжем самостоятельно вот эту вот высоту. Я к вам вернусь и будем вязать подошву. Закончила делать обвязку, перехожу к подошве. Значит, боковая часть обвязки у меня 3,5 сантиметра. Теперь на подошву я беру средние 11 петель. Боковые петли до середины я провязала. Далее провязываю эти 11 петель.
лицевыми провязала 11 петель, последнюю 11 петлю соединяю с петелькой с боковой спицы, 2 вместе провяжу изнаночные. Перешла на изнаночную сторону, первую снимаю, опять провязываю все петли подошвы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 провязываю с петлей с боковой спицы, 2 вместе провязала лицевой. Далее я буду расширять подошву, расширю до 15 петель и перейду потом на уплотненную вязку. Если размер маленький, оставьте 13 петель. Так, первую снимаю, вторую провязала, одну добавила и также добавлю в конце ряда 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Осталось у меня 2 петли, одну добавила, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Первую пропустила, считать 12. И кромочную соединяю опять изнаночной петлей. Добавили 2 петли, получилось у меня 13 петель на спице. Перехожу на изнаночную сторону, все провязываю без изменений здесь. И последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы. 2 вместе провяжу лицевой. Опять перешла на лицевую сторону, сделаю еще одну добавку и вернусь по изнаночной стороне опять все лицевыми петлями. Так, вяжем, добавляем петли. Так, довязала я изнанку, все, закончила расширять подошву. Теперь первую снимаю, одну петлю провязываю лицевой, одну снимаю, не провязывая, одну провязала лицевой, нить за работой, одну сняла, не провязывая, одну провязала, одну сняла, одну провязала, одну сняла, одну лицевой, одну сняли, одну лицевой, одну сняли, предпоследняя лицевая, последняя кромочная. Здесь я дальше буду соединять лицевой петлей. Петлю последнюю с подошвой и с боковой спицы соединили 2 вместе. Перешли на изнаночную сторону, первую снимаем, оставшиеся все петли провязываю изнаночными. Все до последней петли. Последнюю петлю буду соединять с петлей с боковой спицы изнаночной. Так, последняя петелька. Соединяем 2 вместе изнаночной. Опять перешли на лицевую сторону. Все. Далее будем продолжать вязать подошву без изменений до последней петли. Соединим все петли с боковой спицы. Опять первую снимаем, вторую провязала лицевой, сняла не провязывая, одна лицевая, одну снимаем, одна лицевая, одну снимаем, лицевая, сняли, лицевая, сняли. Так, вяжем до конца ряда. Так, и последнее, все, соединили. Перешли на изнаночную сторону, опять все вяжем изнаночными. Как показывала уже, вот такая вот плотненькая подошва у нас получится. Значит, довяжем до самого конца, я к вам вернусь и перейдем на пятку. Так, заканчиваем подошву. Закончила я закрывать подошву. Так, далее я вот с каждой стороны наберу петли, а потом перейду к пятке. Так, я вот здесь закончила с этой стороны. Теперь на те же самые спицы номер 3 ввела крючок, захватила петельку, набираю
У меня здесь будет 18 петель. Набранные петли я провяжу изнаночными. Так, провязала изнаночными. Далее петли подошвы. Сейчас она у нас переходит на пятку. Я провязываю по узору. Так что у нас здесь лицевая, одну снять, лицевая, одну снять. Провязываю все петли подошвы и точно так же наберу на второй стороне. Потом уже буду закрывать пятку. Так, здесь у меня оставалась одна петля, я ее закрою. Так, опять. Захватили, набрали. Захватили ниточку, набрали. Наберем сейчас петли на этой стороне и по изнаночной стороне. Получается, мы их провязываем лицевыми. Обе спицы будут выглядеть как изнаночные с лица. Так, набираем и возвращаемся лицевыми петлями. Так, провязала лицевыми. Теперь провязываю петли уже пятки и последнюю петельку буду закрывать точно так же, как мы закрывали подошву. Теперь по тому же принципу буду закрывать пятку. Так, у меня было 15 петель. Я их в верхней части, не завязывая 4 петель, потом немножечко убавлю, чтобы не был сильно широкий верх. Значит, сейчас что мы по изнанке делаем? Провязываю эти 15 петель. 15 буду соединять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, и что тут 15? Вот она, крайняя. Соединяю. Опять же, точно так же 2 вместе провязываем изнаночные. Соединили, развернулись. Продолжаем вязание. Первую снимаю. Опять вяжу все по узору. Одна лицевая, одна снимаю, одна лицевая, одна снимаю. И последнюю петлю буду соединять 2 вместе лицевой петлей. Точно так же, как вязала подошву. Соединим сейчас все петли до конца. Не доходя 3-4 петель, я к вам вернусь. Там немножечко сделаем убавки. Так, последняя петелька. Провязали 2 вместе, соединили. Все, развернулись, опять все вяжем по изнанке изнаночными петлями и крайние петли соединяем по изнанке изнаночной петлей, по лицевой стороне лицевой петлей. Вяжем, заканчиваем пятку. Так, довязываю я пятку до конца. Теперь что я сделаю здесь в конце? Убавлю вверху пару раз по одной петельке, чтобы не был сильно широкий верх. Первую снимаю, следующие 2 петли провязываю вместе. Провязала. Далее вяжем по узору. Одну провязала, одну сняла, одну провязала, одну сняла, провязала, сняла, провязала, сняла. Так, что у нас здесь? Провязала. Так, теперь в конце ряда опять 2 петли, я их поменяю местами, провязала вместе и кромочную, как обычно. По изнаночной вяжу без изменений и по лицевой стороне обратно убавлю по одной петле, довяжу до конца и закрою петли. Так, закрываем петли, закончили пятку вязать. Так, что у меня здесь осталось 3 петли, я их провяжу вместе. Теперь дальше переходим на 5 спиц, номер 2,5. По всему верху зеленым цветом я набираю петли. Сделаем вот такую вот обвязку. Так, сразу последнюю петельку на спицу. Опять под ведушки вели крючок. Захватываем петельку. Набираем. Всего у меня будет 64 петли. Средние вот эти вот оставленные 5 петель перенесем их на спицу и провяжем.
Так, провязала, набрала я боковые петли. Теперь вот средние петли я перенесла на спицу. Сейчас я их провяжу, но вот здесь, чтобы не было большой пустоты, дырки, я отсюда вытащу еще одну петельку. Ой. Так, провязываю эти 5 петель и точно так же наберу со второй стороны. Лицевыми их провяжу. Значит, закончим набирать петли. Первый ряд провяжем все изнаночными. Потом я провяжу 6 рядов по кругу лицевыми. С 7 ряда я буду вязать белым цветом. Всего высоту у меня будет 15 рядов. Но это опять же по желанию. Можно провязать чуть меньше, можно провязать чуть больше. Значит, провяжем вот первый ряд, как я уже сказала, изнаночными, остальные все лицевыми. Потом примонтируем. Значит, сейчас набираем петли, вяжем желаемую высоту. Так, вот здесь тоже подниму сейчас одну петельку, чтобы здесь просвета не было. Вот так вот. Все, дальше опять по 2 дужки. Так, 64 петли у меня будет. Говорила, не говорила, не помню. Вот смотрите, время сейчас 6 часов, а я начала вязать где-то в 11 утра. Так что за день отсняла видео, связала следок, сварила обед, развесила белье. Ну, дальше перечислять не буду. Перекуры на чай, кофе. Хорошая модель, быстро вяжется. Так, вяжем обвязку, я к вам вернусь. Провязала я высоту в сантиметрах 4 сантиметра почти, 3,5 чуть больше. Теперь выворачиваю это все наизнанку. Я уже половину приметала. Разравниваем весь верх, всю нашу обвязку, чтобы ничего не перекосило. Все аккуратненько разложили, разровняли. Первую петельку беру на крючок, вторую снимаю со спицы. Затем подхватываю. Вот она, первая петелька зеленая у меня. Это у нас был наборный ряд. И подвязываю один раз и второй раз. Сильно не затягивайте. Опять сняла одну. Подхватила. И подвязала. Закрепили. Так по одной. Закончим делать вот эту вот обвязку. Все примонтируем. И на этом сегодня будет все. Еще раз. Все, у меня на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотры, за комментарии. Всем легких петелек, мира и добра. Пока-пока, до новых встреч.